Привет! Наверняка вы слышали про знаменитый Бермудский треугольник. Это место, где пропадают люди, самолеты и даже корабли. И кажется, мы нашли место, куда это все попадает. Мы с Кведа назвали наш маршрут «Московский треугольник». Ну, потому что под Москвой тоже есть места, где можно, так скажем, пропасть. Если вы смотрите это видео, значит, все круто, мы все сняли, вернулись и смонтировали его для вас. Ну, или вы нашли эту камеру где-нибудь в Саргассово море. В таком случае, hola, ¿cómo está? No, s'il vous plaît, merci. Дело было так. Мы, как обычно, нашей любимой командой сидели, готовили выпуск, искали интереснейшие места для вас, в этот раз в Москве и под Москвой. И так получилось, так совпало, что все они образовали треугольник. Совпадение ли это? Не думаю. Итак, мои дорогие масоны, сегодня мы посмотрим. Множество техники, возможно пропавшей, заповедные территории, редких животных и многое другое. Стартуем мы из Москвы, и это место мы нашли случайно. Во-первых, потому что мы здесь остановились покушать, а во-вторых, потому что здесь где-то рядом живет одна из любовниц нашего продюсера. Вы знаете эти продюсеры. Так вот, этот сквер так и называется — «Знаки зодиака». Здесь есть 12 скульптур, собранных из разного хлама одним скульптором, и они могут рассказать о вас больше, чем ваша жена, которая каждый день читает гороскопы. Серег, а ты кто по знаку зодиака? Близнецы. Понятно. Что им понятно? Близнецы. Представители этого знака сложные, двойственные натуры, склонные к перепадам настроения, к ситуациям душевного смятения и вовлеченности в авантюры. Но это факт, я же здесь снимаюсь. Отличаются общительностью, ловкостью, решительностью и хитростью. Ну и главное, высоким интеллектом. Любят быть в центре внимания. За кажущимися равнодушием близнецов скрывается чувствительная натура, поэтому они достаточно ранимы. Пожалуйста, не обижайте близнецов. Другие скульптуры тоже, надо сказать, очень забавные. Рыбы едят рыбу, стрелец стреляет из рогатки по фонарям, а близнецы гребут в разные стороны, сидя в одной лодке. Бонус: король зверей лев в короне послушно прыгает через обруч. Кажется, нам туда. О нет, там темно и мрачно, там Замкадье. Но с нашим интерактивным помощником, приложением Кведа, путешествовать даже в Замкадье совершенно не страшно. Это мы вам успешно демонстрируем на протяжении всех выпусков. В Кведа вы найдете все для вашего комфортного и самого увлекательного путешествия. Как вы помните, собирая для вас интересный маршрут, мы получили траекторию в виде треугольника. Естественно, расстояния не близкие, и мы отправились в путь на машине. Но на первый взгляд может показаться, что это машина времени, потому что окружающая обстановка на нашей первой точке напоминает страдающее средневековье. Мы на северной вершине Московского треугольника. И если заранее не знать, что это за место, то сразу и не поймешь, потому что там что-то делает деревянный заброшенный парусный корабль, который лежит на газоне. Здесь какая-то средневековая Англия, правда, сделанная из деревянных панелей, а там, за углом, есть эшафот с висельницей. Мы, конечно, туда пойдем. Тех актеров, которые плохо себя вели, опаздывали на съемки, прогуливали, не выучили свой текст, отправлялись сюда. И тот, кто с ними стоял здесь, говорил, как в том меме, помните? Первый раз здесь. Это, кстати, местный хипстер в лечебнице, не обращайте внимания. Как и обещал, здесь есть вешалка настоящая. Ну, кстати, если сделать вот так, то она похожа на обычную вешалку. Я думаю, что сюда попадали ребята, которые опаздывали на съемки, обычно это актеры, не выучили текст. У меня такого, ребята, не бывает, если что. И в целом они могли здесь провисеть, ну, конечно же, не за шею, это по-зверски. Они подвешивали сюда за пятки и просто отдыхали, пока знания не вернутся обратно в голову. Вот такой текст сегодня.
Вопросик, что за неведомая сила выбросила сюда все эти анахронизмы из московского треугольника? Ответ простой. Две причины. Первая — искусство. Вторая, конечно же, коммерческая жилка. Все вместе получается кино. Здесь снимали сериалы и фильмы, когда требовались декорации вот таких вот средневековых времен, но после их не выбросили и не отдали в чулан Федору Бондарчуку, а использовали для наших с вами развлечений. Дети здесь кайфуют на полную. Я думаю, что здесь еще нужно устраивать пейнтбольные турниры. Вы находитесь в самом древнем и самом первом стендап-клубе в Англии. Отсюда выходил комик, рассказывал свои шутки, и если было не смешно, вы знаете, куда он отправлялся. Ощущения интересные, ведь ты понимаешь, что все это не настоящее, и моментами это хорошо заметно. Но все равно общее погружение в атмосферу происходит, и ты вылетаешь из привычной реальности и невольно воображаешь, как бы жил в том времени. Ну, или играл в кино. Во всяком случае, это отличное место для классных фотографий. Вообще, чтобы попасть в Пилигрим Порто, нужно пройти по Лермонтовской улице через поселок санатория Мцири. Понимаете, о чем я? И это вообще не случайно, ведь здесь буквально в 2 шагах находится усадьба Середнякова, где в свое время проводил лето с бабушкой еще юный тогда Миша Лермонтов. Вообще, как ни странно, Лермонтов не посвятил бабушке ни одного стихотворения. Может быть, просто не успел. Но был очень сильно к ней привязан и до 20 лет никогда надолго с ней не расставался. Елизавета Аркадьевна, наверное, была главным ценителем его поэзии и уж точно главным его заступником, и не раз защищала Лермонтова перед самыми высокими столичными чиновниками, спасая от беды. Так что всем, кто любит свою бабушку или внука, здесь точно понравится. Не, ну прикинь, поехать к бабушке на лето вот сюда. У моей бабушки усадьба была поскромнее, конечно. Кстати, я бы с удовольствием сходил сюда на экскурсию, но нас уже ждет экскурсовод в другом месте, а вы можете найти своего экскурсовода в нашем мобильном приложении Кведа. Да, это наша новая функция. Мы не стоим на месте и идем вперед. Раз уж мы путешествуем по московскому Бермудскому треугольнику, то без морской темы нам никак не получится. Так что вперед наслаждаться дарами моря. Олеся, мы к вам приехали. Мы очень много проехали на машине в этом туре и захотели вкусно покушать. И думали, что в этом выпуске, возможно, у нас получится обойтись без рубрики «Сергей что-то пробует». Но не получилось. У вас здесь слишком все красиво, слишком вкусно. Куда мы попали? Вы попали в рыбный рай. Вот так вот. Для тех, кто любит рыбу, мы просто идеальное место. Ну, мы любим рыбу, мы из Карелии. Прекрасно. Часть нашей команды. В таком случае вы точно знали, куда идете. Что здесь особенного, в отличие от других заведений, где также подают рыбу и различные морепродукты? У нас необычный концепт. Мы отличаемся от классического варианта обычного кафе или ресторана, потому что у нас кафе и магазин в одном лице. Соответственно, таким образом мы обеспечиваем максимально свежую рыбу, максимально частые поставки, вкусные блюда и большое разнообразие. Что у вас за меню? Как вы его придумаете? Потому что для меня, честно говоря, путешествие по ресторанам именно морской тематики, оно небольшое в моей истории. Я как-то дома ел рыбу, меня папа угощал всегда, и до сих пор мне иногда поставочки делает. Мы берем рецепты общепризнанные, мировые, но адаптируем их под наши реалии, для того, чтобы это было вкусно именно здесь. А как-то отличается? Ну, смотрите, как вы думаете, сколько рецептов том-яма в мире? Наверное, просто для меня два. Бесконечное Капец количество. какой острый и нормальный для человека для меня. Вот у нас есть оба. И очень острый, и как раз... И просто острый. И средненький, да, абсолютно. Какое ваше любимое блюдо? В Маримании? Да.
Наверное, на данный момент это брускетта. Это абсолютно новое блюдо у нас, но, честно сказать, оно просто покорило меня. Кстати, вам принесли второе мое любимое блюдо – это морские ежи, которые я очень рекомендую всем попробовать. Я вообще человек осторожный, но вам я почему-то доверился так быстро. Правильно? И вы посоветовали кушать вот это. Выглядит это, мягко говоря, Странно, странно и интересно, но красиво. но красиво. Что это такое? Это морские ежи. На самом деле, это очень полезный продукт. В нем содержится огромное количество йода, так необходимого людям, живущим в мегаполисах, так как взять его нам, к сожалению, неоткуда. Что ж, приступим. Начнем с самого такого, как было сказано, еды бедняков. Режиссер сказал громко не хлюпать. Здорово, что здесь все блюда морской тематики, то есть буябес, он может быть не только с морепродуктами, особенно в других заведениях, но здесь все будет с морепродуктами. Как правильно это есть? Ложечка маленькая. И внутри. И лимончик, да, вы сказали, выжать? Его прям руками трогать. У меня с ежом одно воспоминание. Я чуть его не переехал, но я его спас, я его объехал. Надеюсь, это был другой. Чувствуете этот вкус, да? Это видео со вкусом у вас сейчас будет. Завтра опять макароны с котлетами. Меня вообще так научили. Если ты ешь какое-то дорогое, сложное блюдо и не понимаешь вкус, говори, ну, это как курица. Вообще всегда работает. Я могу еще снять, как я могу лед поесть. Просто. Ладно, давай так лучше. Переходим к брускетте. Я ел брускетту в основном в итальянском виде. Это когда там разные помидоры, специи и так далее. Но здесь, естественно, все морское. Здесь креветочка, здесь краб. Краб, наверное, камчатский. Буду себя убеждать, что он камчатский. Эстетичной сцены здесь можете не ждать, но вкусной можно. Нос чувствует вообще больше всего. Или вы можете его ложкой лучше есть. Порезать по кусочкам, да? Слушай, ну это вкусно. Креветки я очень люблю. И крабовую пасту, и вот это все. Эстетично есть, видимо, у меня пока не получается. Так. Меня, конечно, выводят из зоны комфорта сегодня. Просят есть сложные блюда. Я подозреваю, схема здесь такая же. Да, то есть я беру немножко на ложку моллюска, поливаю лимоном, и я молодец. Все. Хорошо, что у меня есть помощница за кадром. Ее не надо ложкой брать? Прям за ракушку берете. А почему вы не выдаете инструкцию? Очень тонкий вкус. Это не креветки, это не краб. Это тот вкус, который нужно чуть-чуть подождать и даже поискать. То есть вы должны прямо вот поработать своими вкусовыми рецепторами, чтобы найти этот сложный, мягкий и нежный вкус. Я думаю, что в этом и прелесть вот таких сложных блюд, что вам нужно чуть-чуть больше фокусироваться на пище, больше думать, больше ловить осознанное состояние. И в такой момент вы и запоминаете процесс поедания пищи больше, и удовольствия и вкуса получаете тоже больше. Ну и не опозорился. Класс. Нет, то, что нужно. Это был декор? Это не соль? Я думаю, она соленая. Мы же предупреждали, что выпуск сегодня будет таинственный и необычный, поэтому не удивляйтесь, что вдалеке от любого моря, в Подмосковье, мы нашли свежайшие морепродукты и попали в сети Моремании. Так что если надумаете и рыбку съесть, и в воду не лезть, то welcome.
Конечно, отправляясь на автомобиле в такой дальний путь, не забывайте, что он может занять у вас не один день. И не забывайте собирать впечатления и наслаждаться объектами по дороге от одной запланированной точки до другой. Поверьте, мир вокруг куда прекраснее и замечательнее, если смотреть на него широко открытыми глазами. Так, стоп, кони, парни, кони, бррр, тормози. Давайте сменим наши 125 механических лошадиных сил на одну живую. Как вы видите, я приоделся, шлем для безопасности. Там очень красивые накладки на ботинки и на голеностоп, которые помогают вам не стереть свои ноги. Будем кормить лошадку. Вы сказали, главное, пальцы в рот не совать. Какие губы мощные. Коричневый Мэрин, Дейзи. Так, все, Сергей, пойдемте, выходим на плац. Пойдемте. Честно говоря, немного волнительное мероприятие. Пойдем, как правильно сказать, пойдем? Дейзи, может быть, немножечко вперед, пожалуйста. Левую ножку в стремя. Левой рукой беремся за гриву лошади вместе с поводом. Правой за заднюю луку седла, а левой за гривку. А левую ногу вставляем. Левую ножку в стремя. За гриву, вместе с поводом за гриву. И садимся. Ага, медленно, медленно, не плюхаемся на коня. Сергей, это не хомячок, Да, я понимаю. не аквариумная рыбка. Плавничок случайно не оторвете. Применяем физическую силу, она весит полтонны. Правый повод тянем. Тянем. Короче, возьмите немножко, да, и левой ножкой посылаем. Все, встаем. Я еду сам. Первая задача — поехать четко по дорожке. Отлично. Попробуем нашу лошадку остановить. Остановили лошадку. Отлично. Снова поехали шагом. Активнее, активнее, активнее. Руки вниз, плечики назад, взгляд вперед. Хорошо, сделаем небольшую разминку. Отпускаем поводочек, прям кладем повод на шею лошадки. Ручки в замочек. В замочек. Вращаем ручками, разминаем кисти. Одновременно вращаем головой, разминаем шею. У меня не хватит оперативной памяти. Так это лошадь на автопилоте, зачем ее управлять? Она сама Головой едет. вращаем. Ручками, ножками, все одновременно. Это мозг тоже разминается у нас с вами. Мозг уже перегрелся. Отлично. Хорошо. Хорошо. Ручки в стороны. Давайте небольшой наклончик вперед-назад и обнимаем лошадку за шею. Это как? Это же первое свидание. Давайте мы это с вами сделаем сначала стоя, чтобы вы себя немножко почувствовали покомфортнее. Обнимаем двумя руками лошадку за шею. Да неудобно. Насколько получится. Вот, в лес поедете, будете отлично от веточек уворачиваться. Садитесь ровно. Мне так хорошо. Да, ипотерапия. И ложимся на круп. Назад? Вот, отлично. Хорошо. Здесь вы правы, главное принцип понять. А двумя ручками за заднюю луку седла беремся. За заднюю луку седла. Прямыми ножками резкий замах, резкий хлопок. А так, в теории, я могу ножками. упасть, да ведь? Хлопаем, вас поднимем. Упасть можно со всего. Слышь, с коньков. С дивана можно упасть. С коня не так обидно. Да, как вы понимаете, я хоть и товарищ спортивный, но далеко не 6-летняя гимнастка, чтобы выполнять вот эти все трюки верхом. Но вот о чем я говорил буквально 2 минуты назад. Эмоции собраны просто нереальные. Конный клуб очень классный, а лошадь Дейзи на прощание оставила свой поцелуй. Не кусай ботинок. Мы обещали, что с вами не случится. Ну, почти. Это так как бы... Ладно, это будет на память. На память. А зачем, Дейзи? Сейчас, как и любой вид, в общем-то, бизнеса, клуб очень многопрофильный. У нас есть наш тренер Угрюмов Виктор Петрович, олимпийский чемпион, один из настоящих мастеров. И у нас есть настоящая конная школа. То есть мы сотрудничаем с ВНИКом, Всероссийским научным исследовательским институтом коневодства. То есть у нас очень хорошая теоретическая и практическая база.
наши дети выступают, получают разряды. Вот недавно по юношам очень хорошо проехали. Также здесь просто катание, как досуг и отдых. Есть фотосессии с лошадьми, семейный отдых. То есть подарочные сертификаты. Весь спектр услуг, которые можем делать качественно, мы, конечно, стараемся осуществить. Хочется какие-то впечатления вам рассказать. Я в сознательной жизни первый раз сейчас управлял лошадью. И самое сложное — это было понять, что вот это большое, живое, мощное существо, и с ним надо подружиться. Чтобы им управлять, нужно одновременно применять нормальную такую физическую силу, с другой стороны, чувствовать, что она хочет, чувствовать, что ты хочешь, смотреть туда, вращать стопой, поворачивать головой, пяточку поднять, это надавить, в принципе, очень легко, если у вас оперативная память больше 4 гигабайтов. Но я уже почувствовал такое удовольствие и кураж от этого. На самом деле хочется попробовать у себя где-нибудь там в Петербурге, в Ленобласти, немножко покататься и позаниматься. И я думаю, в момент, когда ты можешь вместе с этим большим другом прокатиться по какому-нибудь большому красивому полю на закате, вот это будет чистый кайф. Мы в самой южной точке нашего треугольника. Сюда ровно 75 лет назад тоже приехал Пуслов, такой вот господин, и фактически основал здесь династию зубров, потому что Пуслов был зубром, и сейчас их насчитывается уже достаточно много здесь. И вот такое это большое, хочется сказать, чудовище, но не буду, потому что на самом деле он мягенький, такой пушистенький. Не конкретно этот, это бетон. Настоящих мы сейчас посмотрим и спросим, как у них вообще тут дела. Сергей, мы в одном из наших выпусков снимали лосиную ферму и были в похожей примерно локации, кормили там лосей, смотрели, как они живут, все про них знаем. Теперь мы хотим узнать все про зубров. В чем отличие, вот такой простой дурацкий вопрос, лося и зубра, главное? Ну, Потому что вроде кажется, что это большое животное с рогами. Но зубр больше. Это самое большое млекопитающее Европы. Поэтому зубр на первом месте. А лось Самый кажется большой. больше за счет своих длинных длинные ножек. ноги. Да. А зубр он большой. И, например, самец может достигать даже до тонны весу, как пишут в книжках, до 1200 даже пишут. Расскажите коротко в целом про заповедник, зачем он нужен и какая у него задача. Первая задача, значит, охранять территорию от воздействия человека. Так, первое. Значит, первая. Вторая задача, что мы охраняем и ничего об этом не знаем, мы еще и изучаем. Вот поэтому у нас большой научный отдел, который смотрит, какие изменения в природе происходят. То есть мы хорошо достаточно знаем, кто тут водится, знаем, когда что расцветает, какие растения появляются, какие животные появляются, какие исчезают. В общем, все это изучается. Раз в год научный отдел выпускает свой труд, называется это «Летопись природы». Каждый заповедник России пишет свою летопись природы. Значит, у нас этих томов уже более 70, там, с 45-го года. Значит, и третья задача. Это как раз экологическое просвещение, познавательный туризм, чем я занимаюсь. Это вот экскурсии, всякие... работа с населением. Съемочки, да. Вот это как раз мы сейчас проводим. Вот 3 основных задачи. Правда ли, что они в одно время жили с мамонтами? Ну, не сами зубры, конечно, лично, но какой-то их предок, бизон, жил одновременно с мамонтами. То есть то, что мы видим сейчас, это уже немножко видоизмененное животное? Да, естественно, потому что прошли сколько лет, они живут сейчас немножко по-другому, природа немножечко изменилась, но тем не менее, в общем, там рога, хвост, все присутствует, это тот древний. Просто он превратился в ходе эволюции, стал зубром. Зубры в какое-то время своей истории были на грани вымирания. Но они были вообще на грани вымирания. Например, в 1927 году зубров всего сумели насчитать 48, и все обитали в неволе. 48 штук? 48 штук, которые все жили в неволе. И из этих 48 родителями всей популяции современной является 12 животных. То есть, можно сказать, что да, они были... То есть все предки зубров в мире на данный момент это последователи 12 зубров. Да, поэтому ученые говорят, что была у нас... То есть зубры прошли сквозь бутылочное горлышко популяции. Сейчас что имеем, то имеем. Но зубров сейчас на 2021 год мы знаем, что их в районе 9500. Как люди взаимодействуют с зубрами? Вот с лосями мы могли чуть ли не обниматься, гладить их, кормить. А как у зубров с людьми?
Но мы постарались, чтобы было поменьше вот этого общения, поэтому у нас здесь, видите, отбойники у заборов. Зубров можно фотографировать, но лучше без вспышки, не любят они. Но я думаю, ни один. И желательно показать им фотографию, чтобы им понравилось. Ну и Потому что если не понравится... ну да, не забодают. Вот. Зубры к людям относятся нормально, спокойно из-за забора на нас смотрят. Значит, мы за забор к ним не ходим, ну, по крайней мере, ходят туда только подготовленные сотрудники. И по технике безопасности нельзя ходить одному. Надо всегда по два. То есть это не для того, чтобы там с зубром воевать, а просто чтобы два человека точно заметят опасность и успеют, значит, ну, убежать, если надо будет. Если зубра мы уж совсем боимся, какой-нибудь опасный зубр, то просто надо тогда ехать на тракторе. Это самый верный способ, чтобы ничего Нужно не быть случилось. больше зубра. Да, потому что Если я трактор- больше зубра, он меня испугается. У вас висит табличка «Этот зубр кем-то усыновлен», и там написано Сергеем Буруновым. Всё Что верно. это значит? Да, это Сергей Бурунов в прошлом году установил зубра по кличке Мухомор. Абсолютно трезвым. Да, конечно. Я просто уточняю, потому что А я как за не рулем понимаю, доедешь из Москвы? в какой момент можно прийти и установить зубра. Да нет, это многие А делают. для чего это делается? Ну, это в рекламных целях, например, можно использовать. Потом, ну и как бы просто установить зубра. То есть мы, конечно, зубра вам не отдадим. Установитель зубра может посещать вне экскурсий, навещать, привозить гостинцы, что Бурунов, кстати, часто делает Сергей. Поэтому, Озвучивать зубра можно. ну, озвучивать там тяжело, зубры очень тихие животные, Ну, зато Сергей очень громко. поэтому не знаю. У вас будет первый зубр, который говорит голосом Ди Каприо. Да. Вот, так что такой был случай. Устанавливаю достаточно часто, программа действует с 2004 года, ну и уже много-много у нас было установителей. Это либо юрлица, либо физические лица. В общем, мы никого не ограничиваем. То есть это нужно для помощи, человек как бы формально его усыновляет и финансирует, да, помощь финансирует его, какую-то питомнику оказывает. да, финансирует его содержание. То есть каждый зубр, на самом деле, содержание зубра это достаточно дорого. Это большие средства на питание, на ветеринарный осмотр, на уход. Ну и, соответственно, это А сколько большие стоит средства. содержание одного зубра? Может быть, вы Ну, я считали? точных сумм не знаю. Мне как-то раз сказали, что 500 000, я был, конечно, под впечатлением. В год, да. Но я могу ошибаться, если вдруг окажется больше или меньше, там не обессудьте. Вот. Надо посмотреть. Такие деньги, Всё они так должны меняется. в кино сниматься, катать людей тут, возможно, строить что-нибудь. Нет, они просто Сами себя размножаются, исследовать. и уже Вообще хорошо. свои отчеты. Вообще сами с другими зубрами общаться без вашей помощи. Я в обычном селе с обычным названием – Быково, всего в получасе езды от Москвы. Но вы посмотрите, какая здесь есть красота. Это белокаменная церковь Владимирской иконы Божьей Матери. Ее еще называют Северный Тадж-Махал, как тоже памятник любви. Ее построил в честь своей умершей, но очень горячо любимой жены первый губернатор Москвы Михаил Измайлов. У храма очень необычная архитектура, потому что в России ветвь христианства — это православие, а не католицизм и так далее. И вот такая архитектура очень нетипична для наших краев. Но почему был выбран именно такой стиль? Выбран этот стиль, потому что хозяином усадьбы, который строил этот храм, был граф Михаил Михайлович Измайлов, близкий друг Екатерины II. И они вместе решили построить такой храм. Вот, и причиной его постройки была смерть супруги графа Измайлова, и он решил увековечить ее память, построив такой великолепный храм. А что это за стиль? Готический? Самый броский — это готический стиль. Вот к нему относятся шпили, стрельчатые арки на башнях вот, и стрельчатые окна. Но кроме этого есть еще французский дворцовый стиль, к которому относится вот эта лестница великолепная. Стиль барокко необычный. Вот эти ангелочки внизу, а потом шишечки на стенах храма. Вот. И барельефы вот под карнизами. Это все относится к стилю барокко, итальянскому стилю 15-16 века. А есть еще древнегреческий стиль 6-7 века, колонны, вот эти вот прототипы, видите, на стенах. Они называются пилястры, полуколонны. Вот. И есть еще византийский стиль. 2 башни и колокольни,
они встречаются в Греции, которая раньше была частью Византии, на Афоне. А у нас, как правило, строят одну колокольню, которая была построена вот через 100 лет. Какие у храма есть внутренние особенности? Потому что внешне он выглядит очень необычно, но внутри в целом у него конструкция классическая. Да, внутренняя конструкция относится к русскому стилю. Вот 4 столпа держат низкий свод, высокий иконостас до самого верха. Это черты русского храма. И росписи тоже относятся к русскому стилю. А особенности росписи то, что они все являются копиями точными тех росписей, которые были до революции. В 1937 году храм закрыли, сделали швейную фабрику, и все росписи закрыли белой краской. Вот, но остались фотографии от семейства Ильиных, они в историческом музее, и по ним велась реставрация. Вот. И был такой чудесный случай, когда была швейная фабрика, нам рассказывала одна работница этой фабрики, которая недавно нас навестила, когда во время работы они вдруг увидели, что краска потекла. То есть она была сухая и стала жидкой, потекла и стали проявляться росписи. Вот такой уникальный случай был у нас в храме. Есть ли у храма какие-то свои тайны или мистические предания, возможно? Конечно, есть. Очень необычный для храмов подземный ход, который соединяет Он прямо здесь проходит? правую башню соединяет с дворцом, который находится примерно на расстоянии 2 километров. Вот уж где точно витает флёр таинственности и загадочности, так это в этой самой усадьбе. Это уникальный памятник истории и наследия великой культуры. Время здесь будто остановилось во всех смыслах. Парк 40 гектаров со старинными аллеями, прудами и ротондами. Но у усадьбы сейчас нет хозяина. Парк заброшен, а дворец нуждается в реставрации. Но атмосфера сохранилась торжественная и таинственная. Если вам по душе что-то большое, точнее огромное, и чтобы этого огромного было много, то вам в музей авиации. Он находится в совсем маленьком поселке Монино. В Кведо можете найти совершенно спокойно. Я в детстве очень любил самолеты и просто фанател от них. У меня было много энциклопедий, правда, потом эта любовь закончилась. Я стал любить корабли, потом космос, потом динозавров. Вот, с музеями динозавров пока сложно, но в музее авиации мы сейчас прогуляемся. Если вы думаете, что я сейчас во время съемки начитался табличек и все вам перескажу, то вы не правы. В детстве я был настоящим самолетным гиком, у меня было много энциклопедий. Поэтому я сейчас вспомню какие-то факты и вам расскажу. А это легенда пассажирской советской авиации, сверхзвуковой самолет Ту-144. Он летал на скорости 2300 км в час. Это даже чуть-чуть быстрее, чем французский Конкорд, всем известный. Но эра сверхзвуковой авиации была очень короткой, потому что люди поняли, что летать быстро — это, конечно, круто, стильно и просто впечатлительно, но оказалось очень дорого, нерентабельно, и поэтому такие самолеты больше не производят. МиГ-31 — один из самых быстрых самолетов в мире. Это истребитель-перехватчик. То есть ему нужно было вылететь, если появляется самолет врага, и быстро его перехватить. Скорость была 3300 км в час. И, честно сказать, у меня даже была в детстве моделька такого самолета. Я его склеивал, а потом он разбился, падая со шкафа. Ту-141 — это беспилотный самолет-разведчик, прототип тех квадрокоптеров, ну, очень дальний прототип, на который мы снимаем наши выпуски. МиГ-26 — это просто гигантский транспортный вертолет, мог перевозить до 86 человек, часто использовался в тушении пожаров. Кстати, тушил пожар на Чернобыльской атомной электростанции, и на нем было установлено 6 мировых рекордов. Рубрика «Авиация», которая, на взгляд, не способна летать. Вот этот. И вот этот. Согласитесь, его внешний вид не очень говорит о хорошей аэродинамике. Зайдя в ангар, мы увидим всевозможные странные и очень старые летательные аппараты, если они вообще способны были летать. На первый взгляд сложно определить, но здесь есть по-настоящему уникальные экспонаты. Илья Муромец — самолет-гигант и первый в мире 4-моторный самолет-бомбардировщик.
интересный момент, что у этого самолета не штурвал, а все еще руль. Я не знаю, уже были ли тогда штурвал, но, видимо, рулем управлять было удобно. Что ж, эмоция достаточно сложная. Ведь большинство мальчиков любят самолеты. Я тоже мальчик, который любил когда-то самолеты. Я играл в них в компьютерных играх, да. Я склеивал модельки, даже что-то пытался воспроизвести из лего-конструкторов. Но здесь, конечно, меня все это впечатляет и восхищает, но нужно понимать, что это кладбище погибших самолетов, погибших уже от старости. Они больше никогда не полетят. И от этого становится немножко грустно. Хотя восхищение, что люди могут построить такие сложнейшие технологии, это все работает. И работает в большей части на исследовании нашего мира, на исследовании планеты. И вот это любопытство человеческое, оно двигает нас вперед. Возможно, я когда-нибудь отправлюсь в музей ведущих КВЭДа, и придут какие-то другие люди, что ж, будет здорово, но пока я и мы вместе с КВЭДа еще полетаем, и вас с собой обязательно покатаем. Смотрите наш чек-лист и увидимся в следующих выпусках. В этом загадочном выпуске, посвященном Подмосковью, мы посетили сквер «Знаки Зодиака», киногород Пилигрим Порта, усадьбу Середнякова, конный клуб «Сивка», проект «Моремания», Приокско-террасный заповедник, церковь Владимирской иконы Богородицы, усадьбу Быкова и музей военно-воздушных сил.